Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Юлия. Сегодня посмотрим тоже на отношения по теме, определюсь в процессе расклада. Буду постепенно задавать вопросы по поводу отношений, конечно же, с вашим партнером. Хотелось бы узнать, знаете, такую немножко глубокую сторону, то есть не однобоко посмотреть, что там просто чувства, да, а больше, глубже, да, вообще для чего вы встретились, какая база ваших отношений сейчас. Вот с этого и начнем, пожалуй. Давайте посмотрим. Вы уже знаете, о ком, да, вы думаете сейчас, настроились вы уже до того еще, как нажали пальчиком на это видео. Вот. Просто расслабьтесь и принимайте информацию. Так. Хорошо, давайте сначала посмотрим на то, вообще давайте узнаем, для чего вы встретились, да, для чего этот человек пришел в вашу жизнь. Какова его роль? Тройка мечей. Нужно объяснение. Нужно объяснение. Так, смотрите, вывести вас из состояния разбитого сердца, вывести вас из состояния, когда вам приходилось справляться самостоятельно, да, иметь много сил, внутренние конфликты не давали покоя, когда нужно было решать все проблемы, иметь, знаете, такую прям очень серьезную, сильную жилку для того, чтобы решать свои проблемы. Этот человек появился в вашей жизни для того, чтобы эти вопросы просто-напросто убрать. Они отходят на задний план. Будто бы, знаете, как вы переходите в другое измерение. Просто оставляете то, что было, конфликты, оставляете разбитое свое сердце, вот то состояние, да, которое вызвало это чувство нехорошее. Может быть, не просто, а, наверное, уже какая-то потерянность, какая-то разочарованность. Так, хочу еще. Пускай нам Ленорман объяснит. Ленорман, для чего этот человек появился в вашей жизни? Любовь. Подарить новую любовь. Посмотрите. Понятно, что это два абсолютно противоположных сердца. Но это сердце, которое нужно залечить. А это уже сердце, которое исцеленное. Большой потенциал дать вашим отношениям. Этот человек пришел именно для отношений. Вывести вас из состояния заточенности, из состояния закрытости. Будто бы перевести, может быть, даже просто переезд, да, перевести в другой город, в другую страну, вывести из того места, где вы были. Вам довольно легко будет им это даже не управлять и даже не манипулировать. В хорошем смысле слова такая манипуляция, когда он абсолютно сам согласен на это. Вы двумя вот пальчиками держите его пасть, такого грубого льва, ему это просто от этого в кайф. Чтобы вы обрели новую силу, чтобы оставили свои внутренние конфликты, внешние какие-то конфликтные ситуации и вышли вот в любовь к себе, в рост потенциала, возможно, даже как-то в создание чего-то более глобального. Тут вообще родовое дерево. Показать, насколько вы крепкая, насколько вы... Тут больше, знаете, как даже вот как-то добавить вам здоровье, потому что дерево — это здоровье. Интересно, хорошо. Давайте спросим база отношений сейчас. Оставим эти. На чем основаны эти отношения, да, сейчас, если они есть? Хоть какие-то отношения. На чем основаны данные отношения? Посмотрим.
Но сейчас легкость. Легкость, возможно, даже у кого-то еще не закончены какие-то отношения с другим партнером. Ну, сейчас более, знаете, такая игривость, легкость, состояние праздника. Возможно, это начало знакомства. Если же вы уже давно с партнером вместе, возможно, даже проживаете, да, вместе, либо проживали, да, то на чем они основаны? На празднике, на чувстве легкости, комфорта. Еще хочу узнать, на чем основаны. Так. Отношения немножко мутные, вот так могу сказать. То есть человек любит вас, но он закрыт. Он закрыт и абсолютно непонятно, как-то ведет себя. На чем основаны? Основаны как раз на том, что от него сейчас зависит то, как проходят эти отношения. Только от его манипуляций, от его каких-то странных закрытий, закрытостей в вашу сторону. Мутных таких, знаете, вот только так могу сказать, каких-то лунных таких энергий. Возможно, он многое утаивает, скрывает, просто не договаривает. Как-то загадочно себя ведет, такой загадочный партнер. Я человек, мужчина-загадка. А вот смотрите, что на дне колоды. На дне колоды привязка к вам по... Буду прикрывать, ой-ой-ой, YouTube не любит эти вещи, я не хочу блока. Смотрите, но человек вам неровно дышит. Да, видите как? Неровно дышит. Это чувство, во-первых, это чувство, и довольно зрелые чувства. Но он это все скрывает под маской манипулятора. Вот пытается манипулировать, и у него как-то это, довольно как-то странно получается. Довольно верный молодой человек. То есть основанный на проверке, может быть, друг друга по верности, на проверке интеллекта друг друга, на проверке вообще совместного пути. Интересно. Так, давайте тогда теперь попроще. Что у вас вообще сейчас? Что у вас сейчас в отношениях? Сейчас, возможно, либо рост какой-то, либо просто рабочие процессы. Возможно, вы... Так, смотрите, дальше закрытая информация. Что сейчас мы не будем рассматривать. Значит, много вариантов. Во-первых, здесь идет выбор. Во-вторых, работа. То есть, либо человек на работе очень много думает о вас, старается сейчас закрепиться на работе, старается как-то убрать все вопросы, связанные с вами, которые ему хочется решить. Ну, скорее это относительно... вопросы относительно вас, относительно ваших отношений, только чтобы использовать для себя. Потому что стоит человек на выборе. Но это же и чувство показывает, что действительно здесь высокие чувства могут присутствовать, либо будут присутствовать в этих отношениях. Дальше закрытая информация. Потому что у всех, скорее всего, проигрываться будет по-разному. Окей, ну раз там закрыто, не будем открывать. Хорошо. Давайте тогда посмотрим на мысли этого человека. Что ты думаешь сейчас по поводу девушки, которая смотрит этот расклад? Подключаемся. И завис. Парень завис. Мы подключились, а он такой хоп, и завис. Но думает, что-то думает. Думает, что зависшая ситуация между вами. То, что нужно бы переходить на новый уровень и там искать свое счастье, земное счастье. Но вы, его земное счастье, что он думает по поводу этих отношений? Да, ситуация зависшая, требует какого-то размышления, требует, наверное, серьезного подхода, потому что, да, с одной стороны, карта обездвиженного человека, который не предпринимает никаких действий, но с другой стороны, человек думает, у него светлая голова, пытается что-то для себя решить. Наверное, он для себя где-то прав, не будем судить. Вот. Что ваш молодой человек еще думает по поводу его мысли? Но здесь, как я уже сказала, недостаток. Вот в прошлом раскладе была, да, подобная ситуация. Недостаток каких-то чувств. Вот вроде что-то есть, все хватает, но
чего-то конкретно, чего он еще не знает, чего-то не хватает. Возможно, чувство идет уже, да, за чувствами на новый какой-то шаг, на новый период, в новый период своей жизни. Ищет шанс. Какие мысли? Ну, он видит в ваших отношениях шанс, он видит в вас некий шанс. Шанс на счастье, такое, знаете, приземленное, когда есть практичная основа, деньги, есть все для того, чтобы было комфортно вдвоем. Мысли. Мысли, что пора уже начинать. Мысли, что первый шаг уже сделан в вашу сторону. Что вот этот первый шаг пора уже продолжить. Чтобы этот шанс уловить, нужно уже что-то делать. Вот такие мысли. Сейчас я представляю, что там девчонки будут писать в комментариях, да когда же он уже там этот придет, и когда же он решится, когда же он... Не знаю, когда. Будем смотреть, девочки. Я читаю потоки, которые мне помогают считывать карты с информацией, которую он выдает, я все выдаю вам. Вот. То есть человек понимает, что шанс в этих отношениях есть. Шанс получить свое, вот как раз найти тот недостающий кубок, те недостающие чувства. Он понимает, что можно достичь этого в этих отношениях. Так, хорошо. Посмотрим на чувства. Давайте смотреть на чувства. 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 Какие у него чувства к вам, да? Что вообще он чувствует вот в ближайшее время? Вчера, сегодня, завтра, вот в ближайшую, наверное, неделю, да? Вот какие чувства его посещают? Чувства это такие, знаете, как и мысли. Могут меняться. Что он чувствует по отношению к вам? Чувства, мечи, но ему нужно резко что-то решить. Вот классно, но на чувства выходят мечи. Смотрите, человек, в принципе, чувствует, я так понимаю, головой сейчас. Да, головой и страстями, то есть не совсем сердцем. Головой и другой частью тела, которая отвечает за страсть. Но что чувствует? Он чувствует, что нужно к вам двигаться уже. Он понимает, что за этим кубком уже пора к вам бежать, что это вы, что это та самая женщина, которая ему нужна. Вот. Но что мы видим? Да? Бежать нужно, двигаться нужно, но сейчас стагнация, сейчас у него какая-то ситуация вынуждает его просто вот лечь и лежать. Не знаю, может болен, но ограничения еще. Смотрите, ситуации могут быть разные, потому что здесь мечи, здесь вся энергетика довольно-таки, темная, да, не совсем приятная. Поэтому и на чувства выходят мечи, но это очень странно. Где-то внешний слой срез мы сделали. Сейчас попробуем копнуть глубже в подсознание по чувствам. Простите. Вот, но что он чувствует? Чувствует бессилие перед тем, что движения нет, но оно требуется. Чувствует ограничения. Он как-то на телесном уровне даже чувствует ограничения. Но человек в голове сейчас, да, то есть это не сердце его говорит, не сердце подсказывает. Хорошо, пускай наш... посмотрите, что на дне колоды, что нам подсказывает подсознание. Романтик, паж кубков. У вас, возможно, переписка с этим молодым человеком происходит. И то довольно-таки довольно вялая переписка. Он может писать, может не отвечать на сообщения, да, когда вы в азарте что-то пишете. Вот видите, он довольно такой сейчас бездействующий в этих отношениях. Давайте так. А вот глубоко на подсознании сейчас, что он чувствует к вам? Что сегодня чувствую к вам? Глубоко на подсознании. Совсем может плохо, может человек болен, понимаете? И здесь чувства такие, что двигаться нужно, но ситуация не позволяет. И все ощущения у него на уровне таком не очень интересном. Давайте посмотрим глубоко на подсознание, что человек чувствует. Помочь вам нужно. Требует, может, сам помощи? Вот, пожалуйста. Чувства. Это туз кубков. Шикарная карта на чувства.
Подсознание подсказывает, что пора уже вот эти шансы, которые протягивает ему Вселенная, дважды, трижды, 6 раз, уже несколько раз, в подсказках, в ваших сообщениях, в ваших к нему проявлениях. Он понимает, подсознание, вернее, знает. Но разум сейчас абсолютно все отметает, закрывает. Душа пока еще не пробилась к нашему рыцарю мечей, который хотел бы к вам с горячим сердцем. Видите, вот красная ткань и поводья лошади красное. Человек стремится к вам, но оно закрыто. Чувство есть, но он отказывается от шансов, будто бы, здесь не похоже на само пресыщение, да, как часто трактуют эту карту. Потоком идет информация, то, что он просто не ловит эти шансы из-за закрытости, из-за, возможно, физического состояния, нехорошего сейчас, может, действительно что-то с организмом, да, либо просто закрытая территория, закрытые границы, все что угодно может быть. У каждого это по-разному, но ситуация говорит нам об одном, что сейчас этот человек от нас закрыт. Вот, поэтому, девочки, понимаете, что к такому человеку не достучишься. Тут даже рекомендация, вот к такому человеку стучать не нужно, писать, что-то добиваться. Он, либо спит, либо абсолютно не принимает. Тут 3 карты мечей. Вот, до подсознания пока не достучаться. Хорошо. Мы узнали. Спасибо тебе, что ты сказал наконец-то, что к девушке, которая смотрит этот расклад, ты действительно испытываешь чувства, но пока тебя не трогать. Мы тебя поняли. Хорошо. Его ожидания от этих отношений. Вот вообще, на всем протяжении ваших отношений, какие у него ожидания были самые такого высокого уровня, да, если брать? Какие ожидания от этих отношений у него? Ожидания. Ожидания, это, знаете, как иерофант, это власть, которой наделил человека Бог. То есть отношения хотел бы он видеть, ждет, ответственные перед Богом больше, чем перед людьми. Снова. Вместе расти, вместе работать, вместе учиться друг у друга. Но у кого-то проиграется, что ожидание — это сделать вам предложение. Просто взять вас в жены, вот как-то так. У кого-то даже так. Вместе ощущать комфорт. Где-то закрыться вместе, понимаете, как ожидание. И получать наслаждение от любви, от всех закрыться и просто быть вместе. Ожидание, что он раскроет в вас, возможно, в себе сначала, да, какие-то таланты с помощью вас. Вы будто бы его муза, сможете его вдохновлять на его пути жизненном. Он что, он хочет комфорта в отношениях, хочет любви. Но все это закреплено даже не на человеческом уровне, даже не на державном, да, а вот на уровне небес. На уровне небес. Так, хорошо, замечательно, все красиво. Сахарно, как многие говорят, да. Карты так выложились, и такой идет поток. Я все считываю. Да, сейчас закрыт. Понимаете, как всегда идет что-то вроде как хорошее, пробили, нормально, но раз и закрыто. То сейчас, конечно же, все его ожидания блокируются чем угодно. Может быть, внутренние какие-то процессы проходят, когда нужно проблемы решать, да. Да, возможно, и у человека есть денежка сейчас, либо сейчас какие-то проблемы решает, которые связаны с тем, чтобы не только заработать, но и удержаться на какой-то позиции. Будь то работа, может бизнес, либо, что еще может быть? Вообще ситуация, в которой находится, нужно просто закрепиться, может быть, какие-то семейные проблемы. Вот. Поэтому сейчас даже физический блок есть. Возможно, он вас тоже как-то блокирует, мало пишет, мало общается, мало звонит. Потому что у женщины больше, понимаете, как сильнее энергетика, и она может своим напором просто все испортить, можно сказать, да. Поэтому он понимает и чувствует вашу силу. Помним, да, вот по карте сила, насколько у вас она
огромно. Он понимает ваш потенциал и, ну что ж, возможно, поэтому пока так осторожничает. Хорошо. Так, что еще посмотрим? А что вы ожидаете от отношений? Вот интересно мне. Может, вы уже ничего не ждете? Ну, конечно. Вы ждете, когда вы станете для этого человека центром Вселенной. Вы ждете завершения вот этого непонятности всей этого этапа, когда вы плохо общались, когда вы не понимали друг друга, когда нужно к нему было достучаться, и он просто молчал. Вот. Как нам показывали. Вы хотите завершения этого этапа, то есть ваши ожидания, и начать новое. Вместе, возможно, вы хотите переехать. Возможно, для вас важен этот момент. Вывести уже отношения на какой-то новый этап. Абсолютно новый. Но хотите довольно мягко, да, чтобы это было не резко. Но ожидания у вас покруче, чем у него. Хотя нет. Здесь где-то вровень, да, то есть вы два человека, которые от этих отношений хотите довольно серьезных изменений. Хочу объяснить. Да, ну видите как. Вы хотите все-таки точку поставить, да, и начать по-новому. То есть и проявление, чтобы у человека было не по пажу кубков, да, романтика, какие-то вбросы, какие-то чувственные, либо слова красивые. Вы хотите более ценного. Хотя бы начать с того, что что-то новое познавать в этих отношениях, как-то по-новому развиваться, какую-то ценность приобретать. Ну, довольно правильное желание. Вы хотите наконец-то победить эту ситуацию и вообще победителем выйти. Возможно, вы сейчас находитесь как в треугольнике, как тень падает. И вам приходится мириться с тем, что вы не единственная женщина, но вы хотите победить. Ну, вы победите. Вы победите. Будем еще смотреть. Но у человека, по крайней мере, настрой такой. Вы видели. Так, хорошо. Что еще мы посмотрим? Как он видит вас сейчас, на данный момент? Какой он видит вас? Так, я хочу спросить у другой колоды, какой он видит вас. Вот они хорошо друг с другом общаются, эти колоды. Так, как видит вас? Ты видишь ту девушку, которая смотрит сейчас этот расклад. Он смотрит в вас, да, но видит себя. Вот как он видит. Он видит то, что вы его любите, то, что он вам не безразличен. Вот так вот, он видит вот так. Как он видит вас? Тоже говорит, какая-то она странная, мутная, закрывается. Почему она так себя ведет? Ну, вы пока знаете как, вы пока друг друга понять не можете. Она реально, он видит вас довольно-таки, серьезные здесь карты. Тут два старших аркана и король кубков. Да, видит в вас притяжение такое, от вас исходит женское, лунное, но и странности. Он видит вас немножко странной, немножко как-то ведете вы себя, думает он, отрешенно, закрыто. Но также он видит вас мудрой женщиной и притягивающей его сознание. Даже вот где-то на уровне подсознания он понимает, что вы его чем-то притягиваете. Ну, какой он вас видит? С одной стороны, видит вас своей судьбой. Но и некая цикличность в отношениях присутствует сейчас. Он понимает, что вы в его жизни не просто так. 3 старших аркана и карта двора выпадает на то, как он вас видит, да, какой он вас видит. Мудрой, та, которая тоже может
закрыться в себе и быть наедине с собой. И ей комфортно так, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Также он видит, что если соединить вот позицию первую и под ней, он понимает, что вы даете ему возможность побыть одному. Не напираете, хотя энергии у вас, потенциала очень много. И он это принимает. Он считывает на уровне подсознания это как за достойное ваше поведение. Он понимает, что вы его судьба, что вы не просто так в его жизни. Так. Ну, тоже думает, видите, как об окончании процесса этого хотелось бы ему закончить. Ну, какие-то факторы мешают все-таки сделать это. Ну что, посмотрим. Давайте посмотрим, так интересно очень узнать, что он прячет. Что ты прячешь? Что ты прячешь от нее? Что ты прячешь от девушки, которая смотрит тебя? Что ты прячешь? Так, и что же ты прячешь? Мне уже интересно, что он там прячет. Уход. Опять 8 кубков. Что-то в его жизни не сложилось. Угу. Так, смотрите, в его жизни произошел некий некомфортный для него процесс. Для его чувств, для его сознания прошел не очень интересный процесс. Он понимает, что сейчас ему сложно решить вообще, как должны проходить ваши отношения. Некая стабильность. Ну, прячет то, что он сейчас в стенах дома, и там ему нет возможности, допустим, перейти на этот уровень отношений, прийти к вам. Прячет, грубо говоря, он прячет сейчас ту свою ситуацию, в которой он сейчас находится. Просто не рассказывает вам то, что у него происходит в жизни. Вот что он прячет. Угу. Прячет то, что он действительно в семье. Возможно, либо... Так, женщину нам не показали, но здесь показали как человек-семьянин. Если он это скрывает, значит, для него важно, чтобы вы это, ну, грубо говоря, не знали. Здесь человек может прятать действительно ситуацию, когда в семье есть вопросы, где он необходим. Что это может быть? Что это может быть? Пара. Страсть и шанс. А в отношении кого? Почему он скрывает это? Возможно, он скрывает тот момент, когда он уже готов перейти на этот уровень. Да, понятно, что еще нерешенные вопросы, еще глаза закрыты и мысли спутаны, как это сделать. Но есть устойчивая какая-то позиция, когда он хотел бы выйти и перейти как бы на тот новый этап ваших отношений. Касательно чего и кого, мне интересно. Угу. А женщина все-таки... Вы знаете, его ситуация, его положение, которое он занимает сейчас, требует большей устойчивости, которую он должен сейчас приобрести. По 4 жезлов, да, это что-то связано с финансами, возможно, бизнес. Проигрываться может у каждого по-разному. Здесь не показали конкретно женщину, с которой он там, возможно, там конкретно треугольник, нет. Но ему нужно сейчас добиться некой финансовой защищенности, финансовой стабильности. Касательно бизнеса, скорее всего, его, либо крупного какого-то дела, проекта, предприятия. Но тут, знаете как, так как подобные карты выпадали на процесс ваших отношений на другой колоде, то это все касается того, что движение этого человека
в направлении создания своего богатства, удержания стабильности финансовой нацелена в вашу сторону, дабы потом проявиться как, знаете, как уже просто за спиной уже как бы есть стабильность, есть финансовая защищенность, а он уже как бы и страсть свою может включить и спокойно расслабиться, да, то есть раскрепощенный, свободный, создавать новую пару. Я бы даже немножко по-другому трактовала, но так как эти карты выпадали на вашу сигнификацию, я говорить сейчас о другой женщине в его жизни не могу. Тут в вашу сторону идет движение. Движение мысли, по крайней мере, точно идет в вашу сторону. Да, ему нужно приобрести вот эту стабильность, комфорт. Для него важны деньги, для него важен чувство обеспеченности, чувство комфорта. Человек любит красиво одеваться, красиво выглядеть. Он понимает, что и для вас важна такая жизнь. Поэтому таким свободным мачо, за спиной, который может вам вообще принести что-то, дать какой-то финансовую поддержку. Возможно, он для вас вообще готовит подарок какой-то. Но негатива я не вижу все равно здесь, потому что все, что было в этом раскладе на вас, на вашу сигнификацию от его лица, да, выходит здесь, как объяснение того, почему. Задержка, да, сейчас в отношениях. То есть человек создает свою финансовую стабильность, хочет удержать какой-то, хочет удержаться на плаву, возможно, достичь чего-то. Так, хорошо. Хорошо, дальше давайте посмотрим, чего он боится, его страхи. Покопаемся еще глубже в его подсознание, его страхи. Чего боится? Ну, боится разрушения. Видите как? Страх есть страх. Боится, что разрушится, потому что вовремя, возможно, не помог. Просит помощи сам. Боится разрушения, потому что ваших отношений, либо разрушения финансового своего, потому что сейчас ему приходится, скорее всего, видите, как на финансах и на деньгах сейчас завязано его настоящее. Он боится разрушить эту финансовую основу своей жизни. Боится быть, знаете как, оказаться нищим. То есть, когда придется просить, вот этого он боится. Он думает, что романтика должна отходить на второй план. Но, с другой стороны, человек боится разрушения и в направлении чувств. Он сейчас должен будто бы работать на два фронта. Это и финансы, и отношения. Ну, страхи есть, видите, все-таки. Так, что ж, моя система вся движется. Так, хорошо, узнали его страхи, что прячет, что чувствует, уже покопались хорошенечко. Мы благодарны ему за то, что он дает нам возможность узнать всю ситуацию в его жизни поглубже, в его мозгу, в его подсознании, в его душе. Давайте еще посмотрим, а чего вы боитесь? Просто одним глазком я загляну в ваши страхи. Интересно, как проиграется у вас, чего вы боитесь? Ой, вы хотите, чтобы все было справедливо. Вы боитесь несправедливости. Все очень просто и сложно одновременно. Вы боитесь, что ваше время будет потрачено попусту, что не распределится это все вложение ваше в отношения, вложение вашего героя, вашего романа будет неравномерным, что вы больше вкладываетесь в отношения. Боитесь, что, знаете как, что тут уже даже за пределы отношений выходит, когда вы сейчас, например, смотрите, проигрываться может так, что сейчас, наверное, мысли об этом человеке занимают ваше время даже в процессе работы, что это как-то на семью даже может откликаться, то есть в той обстановке, где вы находитесь, просто ваши любимые, ваши домочадцы не получают вашего внимания. И это несправедливо по отношению к ним, вы считаете.
Ну, где-то подсознательно вы понимаете это. Чего вы еще боитесь? Ваши страхи, что как-то мысли об этом человеке занимают ваше пространство и мешают этой работе. Возможно, боитесь то, что не приведет это все дело к завершению, достойному ваших усилий, когда целостная семья, когда богатая обстановка, да, и когда все ваши усилия привели к замечательному исходу. Хорошо, давайте еще спросим последние вопросы. Что поможет в развитии этих отношений? Что поможет в развитии этих отношений? Что поможет? Вот тут же Иерофант. Осознанность, глубочайшая осознанность каждого поможет. Будто бы отпускание вообще всего земного и переход на некий другой уровень. Когда вы понимаете, что всего, в принципе, добились, чего нужно. Вы абсолютно спокойны. Что поможет? Скорость поможет. Победа поможет. Поможет. Поможет все-таки, когда вы примете себя за императрицу. Поможет, если брать партнера, который сейчас как-то квантово считывает этот расклад, то поможет его осознание, что вы главная женщина в его жизни. Ну, значит, так и будет, победа будет. Видите, как здесь проигрывается такая же позиция, как и в прошлом раскладе. Ну что ж, я думаю, с этим достаточно. Давайте вам советы хочу посмотреть. Итог я смотреть не буду, да, потому что... А вам советы посмотрю. Советы. Изучать больше ту ситуацию, в которой вы находитесь. Как-то так подходить с умом. Меньше иллюзий, больше головы. Вот зависшую ситуацию дать ей как-то отстояться, отвисеться. Да, побыть пока в той комфортной обстановке, но с другой стороны, в процессе вашего роста из комфортной обстановки по поводу вот этих отношений, то есть дать этим отношениям отвисеться. Но с другой стороны, в отношении себя перестать впадать в иллюзии, в отношении себя перестать висеть вот в таком положении и зависать на этих отношениях, а развиваться, выходить из своей зоны комфорта. Дать отношения, вот повисеть вот так вот, да, но вы сами развиваетесь дальше. Я благодарна вам за то, что вы посмотрели этот расклад. Вы вот такая классная энерджайзер, девушка, сама решающая за себя все вопросы. Я бегу к малышу. Всем пока-пока. Встретимся в следующем раскладе.